Летит, летит счастливый приветик, летит счастливый приветик. Сейчас куда-то приспособлю эти микрофоны, потому что не хочу сюда вешать. Это кофточка тонкая, она сразу вот так будет тянуть. Приветик всем, счастливый приветик. Столько проектов надумала себе. Сейчас вам покажу. Ну, не снимала. Вот сделала уже такую большую работу одного такого большого проекта, но ничего не снимала. Начну потихоньку снимать. Вот уже сделала вот такие вот 44 заготовочки. Вот плюс-минус вот такие заготовочки. А мне их надо сделать, знаете сколько? 144. Ну, 44 их, наверное, 3 раза по 44 или даже 4 раза по 44. Ну, в общем, нет материала. Вот здесь вот такой материал, как фетр или что-то. Он у меня там разного цвета, эти квадратики. И они продавались вот так в стопочке, эти квадратики. И я уже нашивала здесь свое. И они закончились. Нигде не могу их найти. Но вот как только найду, я начну дальше записывать, делать один такой прожект, вот такой. Ну, в общем. Пишет Ирина Сергеева. Блогеры молодцы. И осанки научат, и психологом поработают. Сколько у нас разносторонне развитых людей. Так, я вам скажу даже больше. Многие психологи могут очень вкусно готовить и показывать это. Кто-то психолог может очень хорошо шить и показывать это. А может, психолог беременная ходит и тоже про это рассказывает. А может быть, психолог одинокая, у нее нет семьи, тоже про это расскажет. Все люди разносторонние. Каждая из нас, кто слушает, кто смотрит, кто делает эти видео. Никто не бывает одно что-то. Что я могу? Я могу быть бухгалтером. Ну, ты можешь быть и мамой, ты можешь быть и соление очень хорошо делать, ты можешь быть очень хорошей хозяйкой в доме, ты можешь хорошим быть другом, ты можешь хорошим быть собеседником, ты можешь прекрасно спортом заниматься и это показывать, ты можешь диету делать, ты сделал сам, ты этим можешь поделиться. Конечно, очень много разносторонних, и это абсолютно нормально. А тем более сейчас, когда мир интернета, пока не было видео с лоскутным, я понятия в жизни, понятия не имела, прожила, знать не знала, что лоскуты можно вот так соединять и такие делать вещи. Благодаря интернету. Кто-то показывал, кто-то делал. Но люди этому не посвящают свою жизнь. Она может быть в своей жизни совсем другой. Она может быть учительница математики, а делает лоскутное и показывает его. Поэтому да, конечно, разносторонние, интересные, на каждого находится свой, те, кто хотят смотреть его, те, кто его смотрят, этого человека. И также Ирина пишет, это же Ирина Сергеева пишет, мужа увели, а вы прожили больше 30 лет. Наплюйте и забудьте, напишите, кто может так раз и все, и не больно, и не обидно. Дальше вы пишете. Научите, брат увез маму, брат увез маму, живет далеко, общаться не дает, пишет гадости, а я должна радостно и без обиды жить? И даже не знать, как она и что с ней, тем более отношения с невесткой у нее не складывались. И сама бы она не поехала,
И маме всего-то ничего, 88 годков. И увижу или нет я ее. Может, ей плохо, а она дома хочет, она домой хочет, потому что он не дает с ней даже поговорить. Что уж тут обижаться, правда? Легко давать советы, а ситуации разные. Моя хорошая, да, ситуации абсолютно разные. И давать советы. Никто советы никому не дает. Это самое бесполезное дело — давать советы. Особенно, если ты хочешь получить совет, ты заплатишь. А кто заплатит, кто даже хочет заплатить, не каждый захочет даже за деньги дать тебе совет. Голова своя есть, думай своей головой. Послушай Розану, послушай другого, послушай третьего, сама с собой поговори и сделай выводы. Какие, кто, кому советы дает. Своим детям советы давать нельзя. Каждый рассказывает свой опыт. Свой опыт. Теперь, если вы пишете, как 30 лет прожили, мужа увели, и как это все можно зачеркнуть и жить, радоваться жизнью. С мамой вот так случилось, можно жить и радоваться жизнью. Не радуйтесь. Ходите злой, ходите обиженной, ходите унылой. Это выбор ваш. И я вам скажу даже больше. И вы будете правы. То, что вы выбрали, вы правы. Никто в жизни, смотрите, как просто, все просто, не надумывайте, не накручивайте. Никто в твою жизнь не придет, за руку тебя не возьмет и не будет тебя клоуном развлекать. При этом заниматься твоим здоровьем, заниматься твоими проблемами, оплатить твои счета, рассчитается за твои долги. Это что? Это смешно. Никто не появится в жизни. А даже если и появится кто-то в виде видео какого-то, ты его не воспринимаешь, оно тебя раздражает. Это ты сделать должен только сам. И выбор всегда за тобой. Выбор всегда за человеком. Не хочешь, возись со всем в этом. И ты прав тоже. Обижайся, сердись, злись. Ходи в недоумении, в негодовании, на все это смотри с негативной, вот такое на меня свалилось, и я в стойку встань, все неправы, и вы тоже будете правы в своем положении. Вот так, как вы видите, вы правы. Моя хорошая. Вас очень понимаю. Таких, как вы, знаете, сколько? Как раз таки те, кто рассматривает жизнь по другим ракурсам, таких людей очень немного. И очень многие стремятся так. Не держать обиду на маму, не держать обиду на подружку, не держать обиду на мужа. Отпустить это все, потому что ты не живешь. Ты с кем борешься? С воздухом. Ну и когда мимо воздуха еще проходят люди какие-то твои, а то еще и родные твои, вот это ты в борьбе. Ты не живешь, ты в борьбе. Поэтому всегда выбор за человеком. Анна Пайко пишет: Розана новую жемчужину нанизываю на ниточку. Супер. Умница. Браво. Вот такие жемчужины. Там посмотрел, тут послушал, тут увидел, там поразмышлял, тут почитал. И на бусинки себе сделал. Конечно, из бриллиантов, из жемчужин. Лучше эту ниточку себе собрать. А потом, знаете, как птичка по зернышку, и вот так ты по бусинке, и ты проживаешь. Ты не в стойке. Ольга Чернышова пишет: Розана, можно ли будет в будущем осудить такой вопрос, как научиться, любя, не привязываться к человеку и не привязывать его к себе? Как научиться не контролировать, дать свободу своим близким? Желание все контролировать – это эгоизм. Желание все контролировать – это страх. Почему ты все контролируешь? Боишься. Что боишься? Упустить что-то. Страх. А вдруг я не проконтролирую, и он с кем-то пойдет гулять. А я где?
Страх. Это состояние страха, когда человек контролирует, это состояние страха. Как это отпустить? Опять все просто. На себя. Я где? Знаете, когда человек контролирует, этот человек, вот у него стержень есть, да? Есть стержень. И этот стержень несгибаемый. У нас у всех есть стержень. И что такое стержень? Когда ты можешь нагнуться, поднять что-то. Когда ты можешь сюда согнуться. То есть гибкость. Есть стержень, но и гибкость его есть. Что толку, что есть стержень, а ты повернуться не можешь. Знаете, иногда вот кого-то окликнешь, и этот человек вот так всем телом поворачивается, у него все там заблокировано. Ну, это если мы рассматриваем на духовном уровне. Так вот, контроль, когда ты кого-то контролируешь, это у тебя страх. И вот этот твой стержень, он заблокирован. Ты не можешь, руки, локти болят, колени болят, тазобедренный. Ты контролируешь, то есть ты в страхе находишься, то есть ты находишься в стрессе. Страх – это стресс. Такой всегда стресс. Вот он тебя блокирует. Как это отпустить себя на себя, только на себя, еще раз говорю. Только на себя переключиться. Я где во всей этой жизни? Себя контролируй. В каком ты весе, чем ты увлекаешься, чем ты занимаешься, а развиваешься ли ты, сколько ты отдохнул, а сколько ты спал, а где твой сон, а что ты поел, а на чем ты спишь, а ты помылся или не помылся, а ты масочку сделал или не. На себя. Как только повернешься на себя, начнешь дружить с собой, отпускаешь контроль. Так, когда ты отпускаешь контроль, все к тебе поворачиваются. И ты всем интересен. Ты такой интересен, тебе не надо никого возле себя держать. Ты сам по себе интересен, к тебе тянутся, к тебе твое присутствие хотят, твое слово хотят. Стань примером для себя. Это не эгоизм. Нет. Слово эгоизм – это очень такое, знаете, запятнанное слово. Это запятнанное слово. Так же, как слово хитрый. Ой, она такая хитрая. Хитрость – это признак ума. Вот представьте, ребенок маленький. Два ребеночка маленьких, 3-4 годика, между собой разговаривают. И один ребенок говорит: я так хочу эту игрушку, так хочу там эту игрушку. Мама мне, говорит, скажи маме, пусть тебе купит. А тот ребеночек второй говорит: а мама не покупает, она сказала, у нее денег нет. А второй ему говорит: а ты плачь. Вот представляете, это разве хитрость? Это какая умница. А ты, говорит, плачь. И она купит. Представляете, какая умница? Ну, это вот на таком примере. То есть, вот эти слова эгоизм и позаботиться о себе, они настолько вот испортились, так же, как ой, какая хитрая. Хитрая – это умная. Хитрая – это умный человек. Прихожу недавно, позавчера в магазин. Лежит связка бананы. Роскошные бананы, такие, знаете, красивые. И такой красивой вот так повязанной лентой. Их там, такие средненькие бананы, их там штук 9. И один банан лучше другого. Прям такая, они прям так вот, как на ветке. Стоят они $2. $1.99. И эти же бананы разобраны по одному. Один стоит 78 центов. Но если ты возьмешь 3, будет стоить тебе $2. То есть кому-то не нужна эта сеть, не нужно 9 бананов. Там студентов много, ему надо 1-2 банана, но ему некуда эту даже сетку. То есть и так возьми, кто как хочет. Я подхожу к продавщице, зову ее и говорю ей. Я говорю, я тут не поняла, что это, говорю.
Если, говорю, 68 цент, а если, говорю, я возьму 3 банана, будет $2, это так, потому что как-то тут общая цена, что так, и как-то вот тут сбоку, я говорю, это к этому, это говорю, а про это она говорит, да, и я хочу взять 3 банана, а она мне говорит, так вы возьмите за эти $2 9, вот эту сетку целую. Я так на нее смотрю и говорю, какая, говорю, ты умница. Говорю, я даже не сообразила. Говорю, ой, спасибо, говорю, конечно, я... То есть, понимаете, вот что такое хитрый и умный? Это одинаково, когда человек умный, он, конечно, соображает, что надо. Ну, вот такой вот пример просто привожу, что нет, это, Оленька, это не эгоизм, когда ты на себя обращаешь внимание, когда ты в теме, и ты обращаешь себя внимание не то, что ты, у меня все грязно, а я полежу на диванчике. Ну, я себя жалею, потому что я хочу отдыхать, я пледиком прикроюсь, свечечку включу, ну и что дети придут, а у меня кушать нечего. Муж придет, а у меня дома говорит, ну и что, я хочу отдохнуть. Вот это не эгоизм, это что-то тут не так, что-то тут сломалось. Причем тут это эгоизм? Когда ты себе, что такое себе? Это ежедневно делать какие-то нагрузки, упражнения. Убрать сладкое, если кому-то это мешает. Это вовремя наладить свой сон. Это разобраться со своим весом. Это, то есть на себя обратить внимание, это не прикрыться и лежать в грязи, а это себя вот таким образом. В общем, думаю, вы поняли. Ладно, не буду сегодня затягивать. Людмила пишет. У меня есть я. Я – это моя семья. Это моя компания. Важное открытие. Мне надо почаще себе об этом напоминать. Спасибо, Розана. Конечно. Я всегда себе говорю. Это у меня, секунды, это у меня настолько, ну, наверное, с детства. Сколько я себя помню. Я всегда себе говорила. Вот одна я говорит, ой, что же, что же, а вторая я говорит, я с тобой, у тебя есть я, и мы вместе справимся. Ты умница, ты столько прошла, и это ты пройдешь. У тебя есть я. Вот я это себе говорила еще, я ребенком была. Вот сколько себя помню. Я всегда себе говорила, кто у меня есть? У меня есть я. Вот в такой большой семье я росла, но я всегда говорила, у меня есть небольшая моя семья, у меня есть я. И по жизни вот я себе могу сказать, заболела, я себе говорю, у тебя есть я. Мы сейчас вместе с тобой все, что-то какая-то ситуация растерялась. У тебя есть я есть у себя, я тебя не предам, я всегда буду с тобой, я тебя поддержу, я тебя ничего не буду заставлять. Я всегда дождусь, что ты дашь мне сигнал, что ты готова и ты сделаешь. Очень правильно, Людмила, вы это заметили. Очень правильно, умница. Это жемчужины, это просто бриллианты мыслей. У меня есть я – это моя семья, конечно. Семья – это не потому, что у тебя муж есть и 2 детей, или муж и ребенок, или ты с ребенком. У тебя я – это семья. Да, мои хорошие, ну что еще? Что еще? Так, сейчас быстренько. Наталья пишет, если бы я могла поставить 1 000 000 лайков. Моя хорошая, спасибо большое. Лайки. Так просто очень хочу, чтобы через вас люди поняли, как просто жить и радоваться, наслаждаться текущим моментом. И не только вам счастливый приветик, а всем, кто слушает и смотрит.
у нас, у всех есть чему радоваться сегодня и сейчас. Пожалуйста, поймите это. У меня сложная судьба, но я всегда находила себе момент радости. Желаю всем любви и добра к себе. Розана, очень красивое имя. А какой красивый ум, потрясающий. Вы очень нужны всем вашим слушателям и мне. И пусть добро станет в миллион раз больше. И пусть мы будем жить в этом прекрасном мире. Запускаю это во Вселенную. Браво, браво, браво. Абсолютно мой человек вы. Абсолютно мой человек. Почему? Потому что вы говорите. Потому что вы говорите. Так просто, очень хочу через вас, люди поняли, как просто жить и радоваться, наслаждаться текущему моменту. И говорить себе, у тебя есть я. И мы с тобой, любя друг друга, поддержим. Ты не одна, у тебя есть я. Это много. Когда у человека самого есть он сам, он не потерян, ты не потерян. Ты с собой. Так, мои хорошие, не буду затягивать. Бесконечно вас всех уважаю. Никому никаких претензий. Никому не ищите, что виноват кто-то. Все разговоры только с самим собой. Начинаться только с самого себя. И поддерживать себя. Не изогнать себя, не добить себя, а только поддержать себя. У тебя есть я. Обнимаю. Жду лайки.